Самый мощный электроскутер. Две с половиной тысячи ватт на каждое колесо. Для чего он создан? Нужны ли права? Реальный тест-драйв. Смотрите прямо сейчас. Привет, друзья! С вами вновь Роман, испытатель электротранспорта. Вы смотрите видеообзор нового полноприводного электроскутера City Coco Skyboard BR72WD мощностью по 2500 ватт на каждое мотор-колесо. Разберемся, нужны ли на него права и для каких дорог он предназначен. Замерим его реальную скорость и дальность поездки, а также поговорим о цене. Запасайтесь вкусняшками, будет очень интересно. Давайте рассмотрим его поближе, после чего отправимся на тест-драйв. Электроскутер имеет довольно интересный дизайн и, как по мне, отлично подходит к любому стилю. Первое – классический костюм для поездок на работу или свидания. Тем более, что электротранспорт не воняет бензином и не пачкает одежду маслом. Второе – повседневное использование для прогулок и поездок по магазинам. В комплектации имеется вместительный быстросъемный кофр для продуктов питания или ручной клади для отдыха на природе. Учитывая мощность и динамику, которую способны выдавать два мотор-колеса одновременно при включении полного привода, можно сделать вывод, что City Coco Skyboard BR72WD предназначен для поездок по холмистой местности, где есть асфальт или твердая грунтовая дорога. Он и по грязи поедет, но только не на этой резине. Что произойдет, если вы захотите месить жижу на шоссейных покрышках, вы можете посмотреть в видеоролике магазина Luxville. Но самое интересное, именно этот скутер, который гоняли через грязь, песок и воду, пытались уничтожить при помощи бездорожья и роняли несколько раз, сейчас у меня в этом видео в абсолютно рабочем состоянии. Необходимо сразу пояснить и по поводу амортизаторов. Ребята жаловались, что электроскутер потряхивает. Когда я сел на него, почувствовал то же самое, плюс City Coco имел качение вперед-назад по типу маятника. Проблема решилась простой подкачкой амортизаторов под сиденьем водителя. Сейчас в каждом бачке по 4,5 атмосферы сжатого воздуха, и ехать на нем одно удовольствие. В дополнение я увеличил давление в колесах с 2 до 3,5 атмосфер каждое. Таким образом увеличился накат и, как следствие, запас хода электробайка. Колеса здесь бескамерные, электроскутер весит всего 98 килограмм, так что давление вполне приемлемое. Кстати, максимальная нагрузка по заявлению производителя достигает 200 килограмм, и в этом у меня нет никаких сомнений. С техникой Skyboard я сталкиваюсь не первый раз, и она выдерживала даже больший вес. Ну хватит слов, погнали на тест-драйв! Для начала узнаем, есть ли расхождение показателей GPS и бортового компьютера, замерим максимальную скорость и зафиксируем километраж для замера дальности поездки. Так, друзья, сейчас посмотрим расхождение бортового компьютера с GPS. Сейчас у нас здесь по одометру 90 километров. Значит, я проезжаю до 91-го, чтобы он прям ровненько стоял, отсчитывал свой километр. И после этого включаю на GPS дальность поездки. Проедем еще 1 километр. И посмотрим расхождение, кто врет, кто показывает больше, кто меньше. Погнали! Так, 91 километр вижу. Он переключился. Вот, смотрите, четко, 91 км. Значит, сейчас обнуляю GPS. Стартуем и смотрим. Точка отсчета 91 километр по одометру. Здесь по нулям на GPS. Едем вперед, смотрим, что он покажет. Насколько точно он отсчитывает собственный пробег с показателями GPS. Так, 92 километра вижу. 92 на бортовом. Так, сейчас, чтобы не отсвечивало. И 1,1 километр по GPS. Но, ребят, ровненько, абсолютно ровно.
Отлично, вообще скайборд прям продолжает радовать на постоянку. Мне прям так это все больше нравится. Это огонь, действительно огонь. Ситикока, предыдущие версии, там 2019-2018 года, постоянно имели какое-то расхождение. Прям никак не хотел он отчитывать вровень по GPS, либо врал в большую сторону, что самое худшее, либо в меньшую. Сейчас же вообще все просто супер. Так, замер скорости. Максималка, полный привод. — 65 километров в час максималка. Максималочка задний. Погнали. Полтинник ближе, 51, 52, 55. Да, 55 максималка на заднем приводе. А теперь отправляемся в некогда самый крутой район Москвы с высоким процентом преступности, где на сегодняшний день о былых нравах напоминают лишь крутые подъемы и спуски дорог. Уклоны здесь от 15 до 35 градусов с внушительной протяженностью, так что место для полного привода самое что ни на есть удачное. Ну что, друзья, вот мы и на месте. Хитровская площадь. Сейчас будет одна из самых крутых горок, Хитровский переулок. Пройденного пути уже 107 километров, 59 вольтаж, ну почти полная батарея. Сейчас покатаемся по горочкам. Отлично он заезжает на горке вообще. Он прям даже не чувствуется, что ему сложно или тяжело. Ему прям пофигу. Он на самом деле даже на заднем приводе меня затянул. Вообще легко. Горочка направо, здесь направо горочка. Вот здесь везде такой райончик, весь город. Центр Москвы. Красота. Хитровка. Хитровка. Поправьте, как правильно, если что. О, отлично, впереди, прям смотрите, какая красота. Горка градусов, наверное, 30-35. Продолжительность не скажу. Знаков почему-то процентного продолжения горки нету. Там вообще тянет легко. Это я еще не на всю газ кручу. Ну-ка на всю газ. Он еще и разгоняется. Глядите, как летит. Офигеть.
35-40 набирает вообще без проблем. Хорошо, сейчас туда заедем. В принципе, весь район такой в горочках прям. Красота. Погнали. При выкручивании акселератора показывает, просаживается батарея до 54 вольт. Так, ну куда тут ехать? Дальше я, честно говоря, даже как-то не знаю. Направо сейчас свернем. А там будем посмотреть. Скорее всего, вернусь сейчас на хитровку опять. Лежачка. Нормально. Хорошо подкачал амортизаторы, прям вообще отлично. Они теперь держат прям супер. Под мой вес вообще то, что надо. Вот и сам покатаюсь. И еще центр Москвы вам покажу. Центральные улочки. Класс. Домики красивые. Да, дома здесь действительно красивые. Есть на что посмотреть. Поедем в горку. Да, обратите внимание, перепады дороги такие неплохие на самом деле. В принципе, в районе Сочи, наверное, то же самое все. Такие же градусы, походу. Давайте еще один заездик наверх. Нравится мне, как он затаскивает туда, это супер. Отключу я полный привод. Посмотрим, как он себя поведет. Вот только задний привод. Едет. Вообще нормально едет. Только задний привод включен. И отдаст вообще просто. Аппарат супер. Вот в плане именно, да, носиться по склонам. То, что надо. Так, и направо, по-моему, у нас есть интересный заезд. Если я правильно помню. Да, есть там подъемчик. Впереди спуск и подъем. Еду только на заднем приводе. Я сейчас, вот где белая машина, приторможу. И оттуда начнем подъем. Только задний привод. Есть? Поехали. Потихонечку. И газку. Да едет, он едет, ему пофигу на самом деле. Вполне ему хватает своей мощности. Отлично. Просто класс. Управление хорошее, руль держится стабильно. Никаких проблем нет, их просто не возникает. Претензий в этом плане управления у меня тоже нет. Что касается водительского удостоверения.
Полноприводный электроскутер Skyboard BR70 – это мопед с мощностью каждого электродвигателя 2500 Вт, требующий наличия водительского удостоверения любой категории, начиная с категории М, которую в России можно получить с 16 лет. Я прям чувствую, как кто-то сейчас плюнул ядом в экран с мыслями, а куда ты денешь еще 2500 Вт от другого мотор-колеса? Почему 2500, а не 5000 Вт? А потому, отвечу я вам, если на КамАЗ поставить два двигателя, он не превратится в гоночный болид Формулы-1. Так и здесь от количества двигателей скорость кардинально не меняется. Однозначно повышается мощность и динамика разгона, а максимальная скорость имеет незначительные изменения. Да и в принципе скорость здесь изначально выше 50 км, но и бензиновый мопед с горки можно разогнать до 90 км в час. На сегодняшний день большинство электроскутеров развивают скорость в районе 60 км в час. И в этом нет ничего страшного, главное ездить с умом, соблюдая правила дорожного движения. Что делать, если тормознет мотобат, спросите вы. То же, что и обычно. Если вы в шлеме, права в кармане и документы после покупки электроскутера при себе, ничего необычного не произойдет. Грамотный сотрудник прекрасно понимает, что суммировать мощность электродвигателей и утверждать, что скорость увеличится в 2 раза, в корне неверно. Двигатели просто два, и ни один из них не превышает 2500 Вт, что укладывается в рамках категории мопед до 4000 Вт. Вы их хоть 10 поставьте, тянуть они будут, будь здоров. Увеличится количество точек сцепления с дорожным полотном, но скорость кардинально не изменится. Пока я выкатываю аккумулятор в ноль, поговорим о управлении и возможности выезда на дороге общего пользования. Электроскутер оборудован всем необходимым. Боковые зеркала, фара ближнего и дальнего света, габаритный огонь, поворотники спереди и сзади, автоматический стоп-сигнал, клаксон, гидравлическая тормозная система на оба колеса, и полноценный ЖК-дисплей с отображением следующих показателей: спидометр, общий пробег, подсветка активности световых приборов и индикатор уровня заряда батареи. Включение или отключение полного привода происходит за счет одной единственной кнопки зеленого цвета по правой стороне руля под рукояткой акселератора. Что касается батареи, полноприводный электроскутер Skyboard BR70 имеет штатную 60-вольтовую батарею на 23 Ах и по заявлению производителя позволяет проезжать на электроскутере от 40 км и дальше, в зависимости от испытываемых нагрузок. Вряд ли, конечно, он сможет проехать 40 км, если ехать постоянно вверх по серпантину, но давайте посмотрим, какой результат получился у меня. Ребят, ну в общем,
Что я могу сказать? 64 км в час. При условии почти севшей батареи одно деление осталось. Да, здесь именно так выглядит одно деление. Могу сказать точно, что при просадке аккумулятор отдает на колесо максимальную мощность. Не теряется. Нет такого, чтобы там терялась как-то скорость или еще что-то, мощность. Нет, здесь в этом плане прям кайф. Так, ну вот в принципе и все. Электроскутер сел полностью, он отключился. Попробуем выключить, включить. Нет. Значит, будем действовать по-другому. Передернем аккум. Делаем это следующим образом. Вынимаем кабель. Вставляем кабель. Есть звуковой сигнал. Ключик. Есть включение. Мигает последнее деление, как видите. Сейчас покажу. Мигает последнее деление. Вот уже прям мигает. Сейчас на экран вам выведу, что получилось по факту всех покатушек, какая дальность поездки, при каких условиях выполнялся тест-драйв. Все это на экране сейчас, все для вас. Габариты электроскутера вы видите на экране. Максимальная высота по тормозным резервуарам 107 см, максимальная высота по зеркалам 135 см, длина 198 см и ширина 82 см. Клиренс электроскутера по самой нижней точке составляет 17 см. Что касается комплектации, компания Skyboard не перестает удивлять своих покупателей разного рода плюшками и бонусами. Громкая Bluetooth-колонка. Крепление телефона с USB-разъемом для подзарядки гаджета. Вместительный кофр, в который спокойно влезает не только шлем. Чехол антидождь. Набор ключей. Ну и, конечно, мощное 5-амперное зарядное устройство с воздушным охлаждением, которое заряжает батарею полностью всего за 4 часа 45 минут. Что касается безопасности самого электробайка. Первое. Система защиты от дурака. Пока электроскутер стоит на подножке, ручка старта не активна. Убрали подножку, значит готовы к поездке. Второе. Ключевой доступ к съемному аккумулятору. Просто так его никто не свистнет. Третье. Система сигнализации с блокировкой электродвигателей. Орет на весь район и не дает укатить транспортное средство. Кстати, включение питания возможно и бесключевым способом при помощи брелка. Четвертое. Если вы сняли батарею для подзарядки в домашних условиях, на байке предусмотрен дополнительный замок блокировки руля. Конечно, ни одна система не дает стопроцентной гарантии от угона. Выбирайте места для парковки с видеонаблюдением. Камеры сейчас почти на каждом подъезде. Кстати, на раме присутствует ВИН-номер, так что в крайнем случае всегда можно заявить в полицию об угоне и найти воришку по горячим следам. Но хватит о грустном, ведь так недалеко и до паранойи. Таблицу технических характеристик и цену электроскутера на момент съемки видеоролика вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Актуальную цену на момент просмотра обзора вы всегда можете посмотреть на официальной странице компании, пройдя по ссылке ниже в описании к этому ролику. Продукция Skyboard представлена в огромном количестве у проверенных дилеров по всей России и даже за рубежом. Среди представленных магазинов выбирайте ближайший, если хотите самостоятельно посмотреть товар вживую. Ну что ж, подведем итоги.
Полноприводный электроскутер Skyboard BR70, по моему личному мнению, является долгожданным транспортным средством для людей, проживающих в районе холмистой местности. Как говорится, спрос рождает предложение. Я неоднократно сталкивался с запросами на тяговитый электротранспорт еще 3 года назад, когда сам занимался продажами. Этот электробайк является, пожалуй, одним из лучших решений. Электрозверь прошел серьезное испытание по бездорожью еще до меня, где, на мой взгляд, его пытались убить самым извращенным способом. Но вот незадача, орешек оказался крепким. С вами был Роман, испытатель электротранспорта, электроскутер City Coco Skyboard BR70. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик, поделитесь этим видео с друзьями. Спасибо, что досмотрели его до конца. Впереди, как всегда, очень много интересного.